Всем привет! С вами очень злая Карина Загоскина. Ну, не менее злая королева зефирных цветов. Ой, это злая Карина Загоскина, тогда приду. Кристина, Просто посмотреть. моя дочь услышала про то, что я злая, и решила все-таки присоединиться к эфиру как помощница. У нас сегодня очень жарко. Нет, никак поможет, я просто... Ты просто пришла посидеть? Отлично. У нас сегодня очень жарко, но дело не в жаре. Дело в том, что я поехала сейчас в сраную пятерочку и купила там сратую чернику. У кого как бы лапки и ушки сворачиваются в трубочку, можете уйти сегодня с эфира, потому что я буду ругаться. Вместо черники в пакете оказалась сраная голубика. И в итоге я решила сделать сраный заварной зефир. Ну еще я 20 минут проварила эту водянистую голубику с этим чертовым агаром вместе. Такой эфир мне нравится больше. И у меня ни хрена ничего не получилось, потому что, чтобы выпарить всю жидкость из голубики, мне пришлось потратить на это 20 минут. 20 минут беспрерывного мешания. Девочки, как вы работаете с заварным зефиром, я не знаю. В итоге все, никаких танцев с бубнами. Хотите заварной зефир, сделайте нормальное варенье сначала. Сделайте без сахара, сделайте с небольшим количеством сахара, выпарите лишнюю жидкость, потом положите в ковшик ваше варенье уже к проваренному агару с водой, и будет вам счастье. Но вот так вот херачить по 20, даже какой 20, я, минут, наверное, 40 варила, эту жидкость выпаривала. Ничего не получается, все равно агар разрушается энзимами некоторых ягод. А если просто уже вываренное варенье положить в гель агаровый, то все получается прекрасно. Но я решила время сэкономить, я решила побыстрее сделать, понимаете? Сразу ягоды закинула в сироп. В общем, мой рецепт самый лучший, самый прекрасный, как и заварного, так и классического. Сегодня мы будем делать злобные эти самые герберы. Вообще у меня вопрос. Нахрена народ красит шикарные цветы в массе, в яркий-яркий цвет? Почему я уверена, что они красят его в массе? Потому что они у них блестящие, то есть делают красивые цветы, не опудривают их, красят в массе до термоядерного яркого цвета. Ну ты же, потом клиент твой откусывает такой цветок, у него будет красная пасть. Как люди этого не понимают? Для того, чтобы в термоядерный цвет окрасить зефир, нужно немереное количество красителя, потому что в зефире очень много воздуха. Я возмущена. Это еще хорошо, если красная пасть. А если, например, голубая пасть? Голубая пасть бывает, чего только не бывает. Просто я не понимаю. Красивые цветы, ну нафига, есть же суперские сухие красители. Они просто не пришли к тебе на эфир и не купили твой курс. Не, у них клевые цветы, им не нужно идти ко мне в ученицы. Ну, ты смотришь все равно же эфиры. Ладно, не будем. В общем, я не понимаю. Оно красиво на фотографии. Вот смотрите, вот у меня вечная проблема. Я никогда не думаю о том, как мой букет будет выглядеть на фотографии, когда я его делаю для заказчика. Я прекрасно знаю, что он у меня будет красивый. Я стараюсь сделать цветы максимально похожие на живые. Вот, например, возьмите вот эти лилии. Они слегка желтым или окрашены. 3 капельки желтого красителя было в эти лилии добавлено. Потом это все сверху покрасилось сухим. Внутренности покрасились тоже красителем сухим и побрызгались снаружи капельки. Эти лилии потрясающе похожи на настоящие лилии. Чего плохого в сухом красителе, я не понимаю. Но есть букеты, которые на фотках, вот сейчас у меня ВКонтакте висит реклама марафона, там букет с герберами, с розовыми. Эти герберы окрашены сухим красителем. Вживую они смотрятся офигенно. Кристина, подай мне, там сзади герберы лежат.
эти розовые, да. Но на фотографии, вживую смотрятся классно. На фотографии чуть хуже, но я хреновый фотограф еще, да. Ты вот выбрала последнюю герберу, самую неудачную. Мне наоборот надо было сам больше просить. На тебе еще. Вот это более-менее. Вот герберка, да, вот она на фотке, на видео смотрится, ну так себе. Вот я смотрю на нее вживую и смотрю на экране. Это абсолютно разные цветы, потому что вживую она прикольнее смотрится. Ну, блин, я не буду красить ее вот до такого ярко-розового, как вот эта серединка цвета, для того, чтобы, блин, она классно смотрелась на фотографии. Что в итоге? В итоге, блин, фоток красивых у меня нет, зато есть вкусные и безопасные цветы. Дай вон ту красную, она вообще термоядерно-красная. Это вообще белый зефир. Оторви ее, она приклеилась. Вот это вообще белый зефир. Белый. Вот я сейчас с обратной стороны оторву. Белого цвета. Посерединке черная смородина. А так она, вон какая, посмотрите, красная. Представляете, сколько нужно красителя нахерачить в эту несчастную герберу, чтобы она была вся в массе такого чудовищного цвета. А это марафон какой-то эфиров или это твой личный? Это марафон. И на марафоне ругаюсь чуть ли не матом уже. А это можно? Да, почему нет? Ну, конечно. Что еще я хочу сказать? И у всех букеты нежных, чистых цветов. И написано малиновый зефир. Ёкаламаны, девчонки, малиновый зефир, он грязно-розовый. Тусклого грязного розового цвета. Даже если ты его будешь окрашивать слегка, то есть ты нежных пастельных цветов, то ты не получишь. Значит, ты делаешь зефир белого цвета. Белого цвета зефир не малиновый. Если он у тебя малиновый, то ты либо используешь ароматизатор, либо малиновый сироп, это тоже ароматизатор. Либо туда кладешь столько малины, что она вообще не окрашивает зефир. Но зато красивые цветы. У меня, если вот сейчас. Вот если у меня малиновая роза Остина, она у меня слегка окрашена снаружи. Вот он малиновый зефир, он грязно-розовый, он не нежного розового цвета. Вот розовым цветом окрашенный белый цвет. Смотрите, какая разница. Видите, вот это более, чистый цвет. Это грязь, потому что здесь малиновое пюре. Оно с малиной. Оно не может быть чисто белого цвета, девочки, как так? Да, Карина только начала, я пока еще ругаюсь и эмоционирую. Можно я пар спущу? Я час потратила на эту гребаную голубейку, которую продали мне как чернику, причем за херово кучу денег, я задала 1000 с чем-то рублей за 3 пачки этой гребаной черники. Не ломай, пожалуйста, мои палочки, Кристина. В общем, мы сегодня будем делать герберы. Насадка. Серединки гербер я делаю маком. Но мы сегодня сделаем маленькие серединки насадкой, звездочкой, диаметр 1,6. Не вот эта пиписька маленькая, это большая насадка 1,6 диаметром. И насадка номер, Кристина, посмотри, пожалуйста, номер этой насадки, 79. Это большущая хризантема, это большая хризантема. Нам нужна 79-я насадка, насадка без номера, 3 дырки, ой, не 3 дырки, прошу прощения, травка. И мне нужен еще мешок для хризантемки маленькой. А что это за исчадие ада? Которая? Это насадка для тюльпанов. Вон они желтые лежат. Вон там, возле чемодана. Фух. Итак. Полезно поорать, согласна. В общем, я поорала. Короче, королева зефира выоралась, да? Королева я, потому что придумала вот такие огромные цветы. Они могут быть любые. Здесь у меня пионы. Можно нафигачить даже розу Остина. Можно даже герберу величиной. О, давайте большую герберу сделаем, гигантскую. В общем, в чем плюс? У меня на курсе, у меня есть онлайн-курсы. Очные я сейчас не веду. Я замоталась по стране в прошлом году. Вы можете на курсе научиться делать вот такие цветы, а где такие цветы огромные, там и вот такие цветы. У меня
Мы учимся. Что там? Зелененькая. Новая жизнь. У меня мы учимся чему на курсе? Во-первых, белковый заварной крем. Самый стойкий, самый эластичный, который можно по 5 раз вот так по кругу прокрутить, и можно им работать. Соответственно, украшаем торты. Вообще без проблем. Все, я на следующей неделе начинаю вообще фишку. Делаю букеты, делаю торт. Также украшенный, только соразмерного размера цветами, чтобы вы понимали, какое счастье и богатство вы приобретаете, приходя ко мне на курс. Дальше, цветы, вот тоже, ромашки огромные, пожалуйста, диаметр ромашки 10 сантиметров. Шикарные ромашки, шикарные бутоны пионов с серединочками. Рецепт зефира я даю базу, благодаря которой вы сможете сделать, чтобы вот таких эпик фейлов, как у меня сегодня не было, делать любой зефир с любой начинкой. Стоять лампочка, когда же я вас выше подниму. Цветы максимально похожи на натуральные. После моего курса, девочки, которые никогда в жизни не брали мешок кондитерский, курс рассчитан не на кондитеров. Естественно, кондитеры, домашние кондитеры много что почерпнут. Я обучала девочек в кондитерских профессиональных. У меня вон краснодарский, кто там? Девчонка была из краснодарской сети кондитерских училась. Московских учила девчонок кондитеров, тоже цеха. Прекрасно. И людей, которые вообще никогда не брали кондитерский мешок, они выходили от меня с уровнем преподавателя. Успешно преподающие девочки, как онлайн, так и очно, тоже вышли из моих, как говорится, рученик. Поэтому не бойтесь, приходите ко мне на курс. Я вам поставлю руку, у меня онлайн не просто пипи-пипи-пипи-пипи, да, там поговорили, разошлись, посмотрели видеоролик. У меня предварительно сначала вы изучаете постановку рук, и потом, глядя на живой цветок, вы понимаете, какую насадку взять, чтобы, и как ее повернуть, что-то, как надавить, чтобы получить этот цветок из зефира, максимально похожий. Все, значит, насадки для герберы у нас поменялись, мы делаем гигантскую герберу, прекрасно. Значит, мы добавляем третью насадку. Сразу говорю, понятия не имею, получится или нет. Это насадка 401, моя любимая. Такая же, как 402, только маленькая. На, вдень. Делаем просто чудовищного размера герберу. Нужна подготовка. Какая? Нам нужно подготовить под такую герберу гвоздь. Гвоздь у меня 7,5 сантиметров диаметром. На него эта гербера просто-напросто не поместится. Она гораздо больше. Поэтому я сейчас срочно подумаю, пораскину мозгами, какую же нам основу для гвоздя выбрать. Вот, отлично. У нас есть крышечка. У нее диаметр, рабочая поверхность у нее 11,5 сантиметров. Прекрасно. Если вот эта гербера наша, она, видите, даже выходит за края, да? Здесь 9,5, 9 вернее, квадратик, она выходит за края бумажки. Сам диаметр ее 11,5 сантиметров. Эту я постараюсь сделать сантиметров 15 герберу. Нам нужно сейчас вот эту крышечку приклеить к гвоздю. У меня есть пистолет. Я сейчас его разогрею и приклею пистолетиком нашу крышку к гвоздику. У нас будет гигантский гвоздь. Это тебе на случай, если у тебя вдруг не получится огромная гербера. Если у меня не получится огромная гербера, я скажу, я сдаюсь. Сейчас я замотаю. Это мне дочь тут подарки шлет. Короче, все, погнали. Будем мы делать герберу из какого? Малыш, принеси, пожалуйста, последнее яйцо из холодильника. У меня еще яйца закончились, блин, я все ушатала сегодня под эти лилии, блин, розовые. У меня завтра заказ. У меня ничего не висит. Так, я сейчас проверю еще раз. У меня в WhatsApp есть. О, кстати, да, действительно, нафиг этот пистолет, это слишком долго. Двусторонний скотч же у нас есть. Двусторонний скотч, прекрасно. Гениально, девочки. Одно. Два есть, прекрасно. Давай, если вдруг не получится герберы большие, будем делать маленькие, второй этап. Итак, берем двухсторонний скотч, наклеиваем на гвоздь.
Ненавижу. Так, здесь совмещаем серединку с серединкой. А как крышечка расплавится? От чего? Мы на двусторонний скотч ее прилепили. Привет, Кристиночка, тебе пишут. Девочка наша здесь. А девочка уже не здесь, девочка сбежала. Она сегодня неважно себя чувствует, поэтому... Вот, и, соответственно, бумажки нам нужны для гигантской герберы. Это откуда? Ежевика? Это старая ежевика. Это старая ежевика? Ну да, это 2 пакета там было. Я купила, короче, малину и ежевику несколько дней назад. Хотела снять вам рецепты. Зефир с малиной, прям сырой, которую закидываешь в зефир. И с ежевикой. Но мой ребенок все подожрал. В смысле? А там Последний. Оставь мне, пожалуйста, половинку. Смешай ее с сахаром. Я хочу полопать ежевики. Бумажки для гербер нам тоже нужны гигантские. Чудовищного размера. Чтобы у нас потом это все не висело, не болталось. Вот. Сторона бумажки. Сейчас я вам скажу сколько. Чтобы уж наверняка. 15 на 15 у нас бумажечка. Прилепится. Вот и так. Вот. Или так. В общем, я сделаю на всякий случай 8 таких бумажек. Главное меня вовремя остановить. Герберы я буду делать разноцветные. Красную сделаю, желтую, оранжевую и... Красная, желтая, оранжевая. Какого цвета еще герберы бывают? А, розовая. Малыш, ты мне нужна! Оранжевый краситель достань, пожалуйста. У меня, по-моему, закончился. Он у меня на 2-м этаже в шкафу. Сухие красители там стоят. Все, 8 бумажек у нас есть. Варенье. Варенье мы будем делать клубнику. У нас желтый тогда получится такой грязноватый, опять же таки, потому что мы будем делать из клубничного варенья, а не из говна и палок. Правда, он немножко с комочком. Кто? Краситель с комочком? Да. С комочком. Так, сейчас я нафигачу. Надеюсь, ты перед эфиром выключила уведомление? Да, у меня звука нет. Ура! Так, Сейчас я клубничное максимально варенье. беспалевно пройду. Это Кристина максимально беспалевно проходит. Так, клубничное варенье есть. Вот твой оранжевый. Мой оранжевый сюда ставь, спасибо. Ну, открытый. Так, да, там открытые все, я же пересыпала их. Итак, приступим. Света пишет, вот что такое, вот это настоящее творчество, а то какие-то тюльпаны из насадок. Королева должна отличаться из всех. Ну, фиолетовые бывают. Хорошо, сделаем фиолетовый. Все, мы все сделали. Сейчас я вам все покажу. Вода. Сотейник. Мой обычный классический рецепт. Для всех один. 100 грамм воды, 4 грамма агара. Агар у меня сейчас 900-й. Никакой там не супер-пупер тысячный, самый обычный китайский дешманский агар. Ставим сначала на большую мощность. Дальше у нас моя тряпочка вся в сухом красителе разноцветная. Дальше у нас идет белок одного яйца 25 граммов. Яйцо сорта 1, не отборное даже. 25 грамм. Желток я съела, урча. Варенье. Я могу тебе предложить мои услуги. Клубничное 100 граммов аж наливаю. Оно отлично взбивается у нас, клубника. Мать, ты меня слышишь? Да, малютка, пожалуйста, я буду тебе очень благодарна. Тем более тебя все любят и хотят.
Все, у нас здесь... А? Переверни камеру, дай телефон. Сейчас. Оператор вернулся. А то ж всем интересно, господи. На. Благодарю. Все, ты Девочки, сюда остался. подойди поближе. Сейчас здесь Так, действие опять? начинается. Все, пока я с вами Тут агар, тут будет зефир. город сад. Да. А здесь насадка. Все, агар у нас закипел, превратился в гель. Новенький, смотрите, вода с агаром превращается в гель, раскрываются его желирующие свойства. На 150 граммов варенья и 25 грамм белка нам нужно всего-навсего 4 грамма агара. Дальше сюда кладем мы сахар. Если что, подробный рецепт будет в рекламном посте. Сахара я кладу 120 грамм. Рецепт будет в посте, а подробная технология изготовления как раз таки у нас в прямом эфире. Да. Вот, ну я же Ну все здесь это, показываю, тут рассказываю. ничего это. Кому, особенного. кто хочет разжеванную технологию приготовления зефира с заварным способом, классическим способом и медленный зефир, вот, тот может купить у меня курс за 2 900. Называется он «Волшебный зефир». Там про сушку, про стабилизацию тоже есть информация, про то, как сделать 1 миллион рецептов всевозможного зефира, который всегда 100% получится, а не вот это вот все, что я сегодня час мучилась. Вот, у нас закипел, когда агар уже с сахаром. Во-первых, огромный плюс, что в моем рецепте ничего не надо мешать долго. Убавляем мощность наполовину и включаем взбиваться нашу клубнику с белком. Белок, вернее, клубника взбивается лучше всего. Вообще, я всем советую новичкам начинать с клубники. Сколько варенья? Смотрим эфир сначала и потом смотрим рекламный пост. Следим за ним, читаем внимательно, покупаем курс, потом идем вниз с поста, и там будет рецепт. Или 150? Видимо, сахара. Если 25 грамм, то сахара, Да. сахара 120, варенье 100 я положила или 150? Уже забыла, сколько я положила. Короче, Смотрите, будет рецепт. эфир, читайте рецепт. Да. У меня скачет количество ингредиентов, потому что мне пофигу вообще, сколько всего класть. Потому что она профессионал своего дела и делает все. Потому что я знаю, как черт. Я сейчас вместо того, чтобы идти отдыхать, я сейчас буду фигачиться, после эфира с этими лилиями, с этим голубичным вареньем, мать его самого. Все, посмотрите, видите, у нас такие крупные пузыречки появились в чаше. Значит, мы совершенно спокойно можем скорость прибавить на полную. Взбиваем до жестких пиков. Сироп у нас уже практически готов. Видите, какие тянутся ниточки с венчика? Вот, это готовый сироп. Сироп мы не варим ни по таймеру,
не по термометру, просто до готовности. Его можно еще тут оставить на некоторое время, пусть поварится, ничего страшного с ним не случится. Варенье можно домашнее? Да, конечно. Получается, что с вареньем путаница. Положила 100, а рецепт назывался 150, другие пишут наоборот. Да плевать, смотрите, девочки, количество варенья, покажи меня. Количество варенья зависит от его взбиваемости. Я клубники могу вообще 200 граммов положить на 25 граммов белка. А чернику, например, либо черную смородину нужно класть меньше, а может, а киви еще меньше. Потому что они по-разному взбиваются. Это нужно все опытным путем находить эти пропорции сами. Делать начинайте всегда с минимума. Допустим, если у меня в рецепте написано 100 грамм, а в эфире я говорю 150, сделайте 100 грамм. Понравится, как взбилось, увидите, что можно еще добавить. В следующий раз добавьте побольше. Не бойтесь экспериментировать, пожалуйста. Вот у меня сейчас клубника взбита до мягких пиков. Это еще рано вводить молочный сироп. Рано пока вводить сироп. Все, у нас начали вокруг венчика появляться ямки. Сначала небольшие такие ямочки. Где бы мне показать эти ямочки? Вот они, маленькие ямки, петельки, вот такие. Все, мы можем вливать тонкой струйкой сироп. Вы должны регулировать скорость выливания сиропа так, что к концу, к моменту, когда вы закончите выливать сироп, у вас будет готов зефир. Да, под тебя духом. Все, зефир практически готов. Сейчас я возьму мешочек.
нет, я еще хочу чуть-чуть повзбивать. Не такие твердые пики. Да, пики не такие жесткие. Не торопимся. Он хлопает. Да, вот сейчас начались хлопки, и практически можно даже уже дно чаши увидеть, такие глубокие ямки. Все, сколько мы, меньше минуты повзбивали. Какой всё, у вас зефир у нас- миксер, его мощность? Понятия не имею, какая мощность. Это Kenwood Cooking Chef у меня с подогревом. Но можно взбивать, если что, даже Ручным да. миксером прекрасно все взбивается на водяной бане. От мощности зависит время взбивания. То там еще ну. Вам главное взбить ваш зефир, ваш белок с вареньем до жестких пиков. И потом, когда вы вливаете сироп, вам нужно следить. Если у вас миксер маломощный, и вы сироп будете вливать быстро, у вас эти жесткие пики поплывут. Как только вы увидели, что у вас пики поплыли, либо еще мощность прибавляете, если вы не на полной мощности взбивали, либо приостанавливаете вливание сиропа. По капельке начинаете вливать. Молодец. Яйцо последнее я разбила. Я молодец. Значит, все, надо уложиться в один заход. Китеньку надо позвать, чтобы она подлезала. Так. Моя китенька не будет есть с пола. Ух ты ж, божечки мои. Я ее люблю больше, Что чем мы ты меня. делаем? Мы сначала делаем основу для ты наших не хочешь гербер. сесть? Пока не хочу. Заходи. Нам нужно сделать вот прям вот такую плоскую лепешечку большую. Видите? Нет, не видят, я же не снимаю. Почему ты не снимаешь? Это шутка. Просто большой мешок выдавливаем вот такую плюху. Не обязательно правильной формы. Гербера у нас считается не зефирный цветок, но мы ей подбавим чуть-чуть зефира. Короче, я сделаю 4 герберы, помня свой горький опыт, что нам вечно не хватает зефира. Все, теперь нам нужно сделать серединку. Видите, у нас зефир не чисто белый. Он у нас грязноватый, потому что это клубника. Для сравнения, чисто белая бумажка. Отлично. Все, теперь я села. Берем насадку. Тряпку свою помойную. Это не помойная, она в чернике у меня. Не Я надо знаю, мне я про помойную тряпку. Я шучу. Итак, Приклеила серединка герберы. Мы делаем ее насадкой, господи, Слишком травкой. быстро убираешь, ну ладно. Во, супер. Та-ра-та-та-та-та. Что с ней, я не знаю. Мы делаем ей вот такую вот серединку. Страшненькую. Страшненькую, пристрашненькую серединку. Карина, давай хотя бы сегодня без кракозябр, я тебя прошу. Слушай, ну у меня что-то сегодня, видишь, ничего не... Сегодня день не мой. Получаются какие-то адские кракозябры у меня. Видимо, во всем виноват ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий. это Карина, он. когда будете делать цветок, повторяйте номера насадок, пожалуйста. Зачем? Пересматривайте эфир, либо смотрите, курс покупайте, короче. Я показываю. Но нету номера насадки у этой травки. Она просто травка. Все, вот мы наделали таких кракозябр. Покажи еще раз травку для особо видящих. Ну, здесь уже она, я не буду, она уже грязная вся, просто травка. Диаметром 1,6. Она продается на Алиэкспресс. Без номера. Дальше мы вставляем насадку 79. Нет. Ну ладно, мало ли, вдруг ты забыла. 79. Прячем в мешок. И черным красителем, это может быть какао.
черный какао, как у меня. Это может быть уголь активированный, смолотый в кофемолке и насыпанный в вот такую баночку. Но лучше не надо. Почему? Ну, мало ли кто-то закажет себе огромный букет герберов. И чё, активированный уголь едят. Я знаю. Это шутки. Все, сделали черные серединки. И дальше начинаем делать вот эти маленькие листочки, герберы, которые у нас вокруг серединки вот располагаются. Просто ставим вертикально насадочку и отрываем. Когда ты будешь красить другие лепестки, у тебя черный не загрязнится? Я его уже выдула. Ну супер. Чем дальше мы отходим от середины, тем наши вот эти коротенькие лепесточки как бы открываются во внешнюю сторону. Что-то у меня гигантское, наверное, не получится. У тебя получится обычно. У меня получится. Ну, я сейчас себе побольше сделаю круг. Ну да, тебе его не хватит явно. Нет, все в порядке. Круг такой у меня должен быть. Все мне хватит. Ну ладно. Сделали. Чтобы насадку не менять, следующий. Чем дальше от серединки, тем длиннее и более открытые у нас. Ну, не такие, конечно, длинные. Можно серединку сделать маком? Да, да, можно. У меня как раз таки маленькие герберки сделаны маком. А это я решила выпендриться. Похвастаться, что у меня есть черный какао. Ты скольки процентный какао? Понятия не имею. Многопроцентный какао. Просто нет, ну чё, может они даже его окрасили. Черный какао продается в магазине. Это его используют для окрашивания кремов, для выравнивания. Делают черные торты, когда. Ты все дальше и дальше. Так. Я же пытаюсь показать, как ты именно делаешь. Ничего. Научиться. Ну что это за рожки получились? Ну, рожки. Вот смотрите, из такой кракозябры у нас уже получается наподобие что-то цветочка. Не, ну тут ты что-то совсем раскладываешь. Давай чуть более старательно. Я тороплюсь, чтобы зефир не застыл. Карина жжет сегодня, согласна. Все. Герберы готовы. Прошу любить и жаловать. Все, букет можно сажать прямо сразу. Это подсолнухи, вы ничего не понимаете. Это подсолнухи альбиноса. Подсолнухи-мутанты. Так, насадка 401. Такая же, как 402, только больше. Ой, меньше и подогнутая. В смысле меньше? Не больше? Нет, 401, 402 огромная. Ставим ее улыбкой и погнали лепестки. Первый ряд. Не получится ей гербера, хотя... Мне кажется, ты можешь... Ну, я не знаю, что ты можешь... Ну, подсолнух больше похоже, если черным окрасить. Погоди. Но если наслоить, то нормально будет. Первый ряд. Я сейчас приспособлюсь. Я же придумала только что эту несчастную герберу с таким...
размером. Такого размера. Все, пошли второй ряд. Карина, тебя любят, потому что ты настоящая. Ничего из себя не строишь. Понятно тебе? А может, я из себя строю настоящую, откуда вы знаете? Специально косячит. Сортовые декоративные или сортовые подсолнухи. Карин, покрась один желтым, пожалуйста. А я покрашу. Да, кстати, больше на подсолнух. У А нас я тебе о чем? тема эфира сменилась. Это подсолнухи, девочки. Карина, не выделывайся. Давай делай гербер, что-нибудь придумай. Это будет подсолнух. Сортовой подсолнух, да. Да, кстати, чтобы это был подсолнух, нам нужно Черный? черный. Где он? Там, где ты... ладно. Сделать чуть-чуть побольше. А это вообще коричневым зафигачить. Ну, коричневый, правда, такой какой-то рыжий. А это не коричневый, это оранжевый. Вообще я молодец. Чтобы мы потом, когда желтым будем красить, вот. Это вот серединка подсолнуха как раз. Шайтан, телефон завис. У нас все в порядке. Видимо, перезайдите на эфир. Если что, потом посмотрите в записи. Перезайдите на эфир. Блин, девочки, вот что вам непонятно? Вот делает она вот эти лепестки. От центра вдаль, одинаковой длины. Зачем мне это снимать каждый раз? Ой, Нормально. нижний можно накосячить. Пошел разнос, вы посмотрите на эти лепестки. Так что, девочки, не стесняйтесь, если у вас все получается не с первого раза. Девочки, вот у меня, кто был на очном курсе, знают, вот они наделают первые самые цветочки, самые первые, они кракозябристые, многие, но когда ты их в букет ставишь, все, там вообще бомбически получается. В букете цветы смотрятся круче, чем по отдельности. В общем, подсолнушек. Прошу любить и жаловать. А я уже здесь. Кто же будет писать такие едкие комменты, если не я? Аккуратнее. Где там наш Вовчик? Вовчика нет. Печаль. Так, ну для герберки все-таки нужны покороче лепесточки. Ты настолько сильно вдула этот сухой краситель, что зефир примялся? Нет, А почему так? потому. Понятно. Хорошо, спасибо за объяснение, учитель. Не, сегодня реально подсолнухи, девочки. Кто хотел герберы, расходимся. Подсолнухи, подсолнухи. Вот вам и большие герберы. Мне главное показать, как работает та или иная насадка в экстремальной ситуации. А девчонки сами пусть решают. Герберы это, подсолнухи. Светлана. Уже не кракозябра, не надо тут. О, это что, будет цветок похожий на герберу? Да. Ау. Хотите подсолнух, вытягиваете листочки подлиннее. Хотите герберу, вытягиваете листочки покороче. Мне кажется, что у гербера они больше вверх смотрят. Ну так. Хотя. Ну, в целом, да. Сколько рядов делаем? 2 или 3? 2-3 ряда. По вашему усмотрению. Вот считайте красиво 2, делайте 2. Да, смотрите на цветочек, хотите повыше.
Это новый Забрать. сорт Гербер, да, все верно. Каринские называются. Каринские. Я бы такие не купила. Так, что-то осталось на чуть-чуть зефира. Чё сделать? Остановись. Надо что-то сделать. Прям на... Девочки, что делаем? Быстро. Кто Да первым? что, откуда они знают, что можно сделать? Суккулент. Суккулент можно. Ставим улыбку Вверх. вверх. А то что ты не объясняешь? И Думаешь, что вы погнали по кругу. в шахматном порядке. Ну, как Бог пошлет. Ну да. Похож на очень странную неправильную гвоздику. Так, все. Сейчас мы покрасим подсолнушек сначала. Мне кажется, что этот желтый слишком ядерный, нужно будет потом еще оранжевеньким пройти. Умничка моя. Моя дочь. А кто-то не заряжает телефон перед эфиром, между прочим. Да? Мало. Еще харкни туда, Карина. Перестань. Это у меня для эфира. У меня есть выдувалка для особо нервных и впечатлительных. У меня для клиентов, когда я делаю фу, я делаю фу выдувалкой своей. А тут эти зефир никто не ест, потому что его... И сейчас Карина будет ругаться, его вон там очень много. Вот. У меня нету сейчас пока стеллажей, поэтому у меня все адски на коробках лежит, бардацки. Так, что у нас, красненькая будет, да? Вот которая больше на герберку похожа. Мы сделаем ее красненькой. Сначала вот этот вот контур тоже сделаем слегка коричневым. Затемним. Потом все это зафигачим красным. Помнишь, когда я надышалась сухого красителя, ты мне обещала цветные сопли? И что? У меня были. А у меня нет. А ты сморкалась? Плюс-минус. Вот с этого надо начинать. Подсолнух, да, подсолнух действительно подсолнечный, шикарный, согласна. Короче, Карина тут мешает фиолетовый с красным и с желтым и с коричневым, поэтому получилось вот так. Вообще, вот когда красите сухими красителями, действительно, вообще настоятельно не рекомендую, лично я, красить одним цветом, потому что цветочки... Окрашивать, правильно говорить. Зануда. Окрашивать одним цветом, потому что так выглядит менее реалистично. Фу, пахнет этим, пылью какой-то. Пылью, потому что крахмал. Крахмал пахнет крахмалом. Это пыльный крахмал, там декстроза еще. Что тут, сиреневый хотели, да? Давай к сиреневому еще розоватый. Нет, мы голубого добавим. Да. Ну. Вы смотрите, как прикольно. Половина оранжевая, половина Еще если сирень. ты в свет это сделала, было бы шикарно. Так, это еще не все. Я же говорила, розового добавишь. Я розового добавлю, чтобы кричащий голубой не был. Что-то розовый блеклый. Жалко, что эфиры не в период коронавируса. Молодец, красотка. Не в период коронавируса. Так бы сейчас все охали-ахали, мне кажется. Да и так, нервные есть всегда.
Блин, нервные, пожалуйста, отпишитесь в чате, кого бы испугало очень сильно, что вот Карина дует на цветок. То им не нравится, что у Я меня вас волосы забаню сразу. распущены, то им не нравится, что я дую, то еще Про что-нибудь. перчатки говорили что-нибудь? Да, что-то да, но меня-то особо не троллят. Ну, Ой, я поломала суккулент. молодец. Как видите, зефир уже как бы застыл. Ну, как это называется? Стабилизировался. Так, а суккулентик мы покрасим. Артем Штыхин вместо Вовки. Да, это съедобно, это очень вкусный зефир. Кристина Кузина, перезайдите на эфир, если у вас зависло. Или Кузина. Кузина. Ну, ладно. Кузина. Кристина Кузина. Хватит издеваться. Вот наш суккулентик зелененький получился. Итак, герберы, собственно. Сейчас надо весь этот срач убрать. Герберы и подсолнух. Вот моя 11-сантиметровая гербера для сравнения. И вот много сантиметров. И вот многосантиметровая гербера. И подсолнух затесался. Боже мой, у нас коровы. Блин, я самое обидное, что наклеила конусов, блин, и все это в топку ушло. Каких конусов? Для лилий. Почему ушло в топку? Потому что зефир не получился блинским. Да, давай крестом православным. А что, суккулент нет? Нет. Так, девочки, лот номер 1 сиреневая гербера, лот номер 2 оранжевая коралловая гербера, лот номер 3 подсолнух, лот номер 4 маленькая гербера красная, второй красный гербер большой и розовая маленькая. Что у нас по диаметру получилось? Пятнашечка? 15 сантиметров. Пятнашечка. Что, подсолнушек берем? Или эту? Давай в скрин. Туда становись на фоне. Ой. Давай быстрее, у телефона 10%. 10% телефон. Букет видно? Меня видно? Да. Девочки, сейчас делаем скриншот. Отправляем Карине. Хана Гербере. И пишем о том, что мы были на твоем эфире. Карина, ты такая классная, потрясающая. Вот. А еще желательно сразу отправляйте деньги за курс. Отправляйте деньги. Высылайте. Просто так. Донат. Донатьте мне за эфиры, девочки. Я же трачу продукты, в конце концов. Видно сиреневый букет? Нет, тебе нужно сесть туда. Гигантский. Скриншотики делаем. А сейчас еще с подсолнухом будет. И с подсолнухом будет. С подсолнухом тоже скриншотики делаем. Отправляйте мне скриншоты. Можете у себя на страничке постить. С ссылкой на мой эфир. Да, если Рассказывайте обо мне людям. Пусть обо мне узнают как можно больше людей. Чтобы они научились делать правильный зефир. Правильные цветочки. Но этот эфир лучше не надо, тут она злая очень. Все испугаются, к чертям собачьим. Короче. Лицо закрывает, да? Никто ничего. Китенька! Китенька пришла играться. Эй. Девочки, мы падаем. Сфоткала? Ну что, полезный вам был эфир, как вы считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я сейчас зайду, отвечу на ваши комментарии и приступлю к своим многострадальным лилиям, которые мне завтра везти в город Нальчик. Спасибо большое, что были на эфире. До новых встреч. Я не буду выключать эфир. Китенька. Китенька. Покажи китеньку. Китенька. Это Кристина Китенька. Я не люблю кошек, но она кошка моей дочери, моя любимая кошка. В этом случае вассал моего вассала мой вассал. Божечки. Почти хорек. Всем пока, девочки. Карина, тоже попрощайся вместе с Кити еще раз. Китенька, ваши лапки.